В интернете пишут, что на Кипре очень высокие цены. Кое-кто даже советует ехать на отдых с недельным запасом доширака. Мы решили сделать полный обзор цен на еду, напитки и сувениры в популярном супермаркете Пафоса Папантания. Покажем, что сколько стоит, чтобы вы заранее могли прикинуть затраты перед отпуском. Оказалось, что тут есть русскоговорящий персонал. Очень удобно для тех, кто не знает английского языка. Все цены указаны в евро. Местные шоколадки с миндалем стоят евро 59. А вот такие, это большие 2,85, 200 грамм. Ставьте видео на паузу в самых интересных местах, а я попутно расскажу о главном. Афродита. Всего 13 центов. 5-литровая канистра воды стоит около 2 евро, но мы в Пафосе ее не покупали. Нам сказали, что можно пить из-под крана, по крайней мере в нашем комплексе точно. Если знаете, как в остальных местах, дайте знать в комментариях. Колбаски выгоднее брать на развес, можно попросить сделать нарезку. Посмотрите, можно взять 200 грамм ветчины за 1,5 евро. На Кипре хороший выбор сосисок, бекона, колбасы. Это копченые варианты. Мясо можно брать вот в таком виде или свежее на развес, рядом мясной отдел. Это куриное филе, заготовки для шашлыка, кебабы, котлеты. Их надо только пожарить или запечь. Тут все уже расфасовано и упаковано, видно, что свежее. Курица с пряностями, мясные шашлыки с овощами 5,29, кебабы и чистое мясо на шпажках около 10 евро за килограмм. Хороший выбор мяса, вырезка, ребрышки, фарш. Насколько помним, в России свинина стоит дороже. Если ошибаемся, поправьте, мы давно не заезжали. Смотрите, какая интересная штука, какой-то лимонад или что-то такое, острый имбирный эль. Стоит 1 евро. Обязательно попробуйте, не самая полезная штука, но вкусный и необычно. А еще на Кипре хороший выбор холодного чая и кофе. И всякие модные штуки, вроде кокосовой воды и соков с алоэ. В баночке вообще классный. Огромный выбор энергетиков. Все по евро 25. После Грузии газировка нам показалась дороговатой, но для Европы цена обычная. Посмотрим, что с соками. Греческий. 89 центов любой. Апельсиновые, яблочные, ананасовые, все стопроцентные. Это тоже греческие. Все соки, походу, греческие. Точно, это кипрские. Интересно, тут очень много местного и греческого, а других каких-то особо так не встречал. Как и везде в Европе, на Кипре большой выбор вкусов чипсов, попкорна и прочих снеков. Мы видели в сувенирных лавках очень много сухофруктов. Они все без сахара здесь, натуральные, классные, вкусные и сочные. И можно купить их в супермаркете уже вот в таких вот упаковочках. Инжир, это чернослив, наверное, курага, а это что, вишня? Вот всякие миксы, причем такая большая упаковка, 300 грамм стоит 6,57. А вот есть тоже большая упаковка такая же, 4,12. Арахис в кунжуте очень крутой. Обязательно попробуйте, такой мягкий и необычный. Это отдел алкоголя, целая витрина с напитками по евро 90. Пинта местного пива стоит 1,47. Именно это пиво подают в местных кафе, очень известная на Кипре компания. А это уже европейское пиво.
Почти все стоит 1,5–2 евро. Отдел с вином. Много местного, но еще больше греческого. Старый и новый свет тоже в наличии. Маленькие бутылочки вина 1,49, всего 250 мл. Говорят, на Кипре не продают плохого вина. Цены на командарию начинаются от 12 евро. В дьюти-фри гораздо дороже, мы проверяли. А самые лучшие цены были при винодельне, на которой мы побывали во время поездки в Тродос. Посмотрите это видео, там еще много интересного. Покупайте на Кипре вина из местных сортов винограда. Таких больше нигде по хорошим ценам не найдете. Из крепкого алкоголя попробуйте зиванию. Это местный виноградный бренди, по градусам крепче водки, но на вкус мягче. За пределами Кипра напиток не производят. Можно и в подарок кому-нибудь привезти. Огромный выбор местного и греческого сыра. На некоторых продуктах название дублируют на русском языке. Посмотрите, вот это местный сыр из овечьего молока, называется халуми. Вот этот именно с мятой. Его можно есть просто так, добавлять в салат или жарить. Жареный вообще обалденный. И вот такой кусочек 225 грамм стоит около 3 евро. Халуми хорошо переносит дорогу, поэтому можно везти даже в чемодане. Попробуйте его жареным в ресторане. На вкус он похож на моцареллу, но более нежный. Плавленый сыр нам показался дороговатым, а вот камамбер и сыры с плесенью стоят хорошо. Точно дешевле, чем в России. Европейских сыров на Кипре очень много. Выгоднее брать на развес, можно сделать нарезку. Еще тут отличный выбор молочных продуктов из козьего молока. В баночках и коробочках продаются закуски, которые вы могли пробовать в кипрском мезе. Это хумус, паштет из тресковой икры, освежающие дзадзики на основе йогурта с огурцом и прочие вкусности. На йогуртах цены указаны не за баночку, а за упаковку из 3 штук, но поштучно тоже продаются. Нам йогурт показался дорогим. Это после Беларуси, Польши и Грузии. Вы когда-нибудь видели вареные яички в баночке? Я нет. Яйца продаются по 6 и 12 штук. Большой выбор молока. Самое дешевое мы видели за 1 евро. А вот ряженку и кефир мы никак не ожидали тут увидеть. Интересно, что сделаны они в Германии по русским рецептам. Айран и кефир из козьего молока. Витрина с соусами. Майонез в огромных пластиковых банках, горчица, тахинный соус. Соленья в 3-литровых банках. Дороговато как-то. На Кипре хороший выбор ореховых и шоколадных паст. Вот тут цены приятные.
Это варенье местное. Есть абрикосовое, апельсиновое из айвы. Может быть хорошим подарком. Мы в отделе со сладостями. Это жевательные конфеты. Самый дешевый шоколад – польский Вавел. А больше всего нам понравился выбор вкусов Ritter Sport. Попробовали местный шоколад. Вкусный. Идем во фруктово-овощной отдел. Зимой и в начале весны на Кипре выбор фруктов меньше, чем летом и осенью. Цены тоже могут отличаться. На Кипре вкусная картошка. Мы не знаем, в чем ее секрет, но она классная. Попробуйте в кафе или приготовьте сами, если будет возможность. Апельсины на Кипре не просто сочные, они сахарные. Берите много, не пожалеете. Обратите внимание, что на каждом ценнике написана родина фрукта. Она обозначена желтой стрелочкой. Клубника на Кипре очень сладкая. Попробуйте! Добрались до отдела с гастрономическими сувенирами. Это сироп из рожкового дерева. Вот маленькая баночка 450 грамм 3,46. 700 грамм 4,14. А еще прикольно есть типа какие-то пасты. Густая паста. Ореховая с кэропом. Это как получается как шоколадная, только не с какао, а с кэропом. А еще есть какие-то казинаки или что это. Натуральные кипрские пастели с кунжутом. Такая штука. Стоит 3 евро. Шоколадки. Тоже натуральная, не без сахара, без кофеина. Советуем купить любые продукты из плодов рожкового дерева. Они полезные, на вкус немного напоминают шоколад. Халва, казинаки, лукум – все натуральное, без добавления сахара. Такой выбор только на Кипре. Тут все гораздо дешевле, чем в туристических лавках. Вчера на экскурсии пробовали кипрскую чурчхелу. Она вся тоже натуральная, без сахара. Подсластители это либо виноградный сироп, либо сироп рожкового дерева, то есть все натуральные. Очень-очень нежная, мягкая, вообще классная. Вот это с гранатом и миндалем. Нам еще очень понравилось с грецкими орешками. Очень хороший, вообще классный может быть подарок тоже с Кипра. Обратите внимание. Вот чурчхела из рожкового сиропа, которая нам очень понравилась. Она такая сладенькая и шоколадная на вкус. Вот такой вот запомните, возьмите. Огромнейший выбор казинаков, нуги, баклавы и прочих восточных сладостей. Но самое главное – это лукум.
Считается, что на Кипре он один из самых лучших в мире. От выбора вкусов даже глаза разбегаются. Даже арбузные есть лукум. Такого вообще никогда не видела. Кипр очень славится медом. Здесь натуральный, столько видов его. А вот этот мед из Пафоса именно. Стоит 2 евро, баночку, 150 грамм. И даже есть мед с сотами. Вот смотрите, какая красота. Оливки есть в стеклянных банках и вакуумных упаковках. На Кипре плохих не продают, поэтому берите любые. Та же история с оливковым маслом. Его не производят на экспорт, все продается внутри страны. В любой бутылочке продукт отменного качества. Посмотрите, какие классные подарочки сделаны. Это местный алкоголь. Здесь есть уза, местная водка. Это где-то я тут командарию видела. А, вот есть зевание, тоже местная водка, по-моему, 43 градуса, что ли. Вот, командария. Вот здесь они тоже с такими сувенирными бокальчиками. И вот какие маленькие, эти вообще можно брать вручную кладь, потому что они 50 миллилитров. А здесь, ой, какие очаровательные с осликом. Или вот какие бутылочки, посмотрите, какая красота. А вот вообще готовые наборы с ракушечками. Бутылочка такая маленькая. Вообще классный может быть подарок. Или вот в кружке. Здорово же. Очаровательная вообще. Такая маленькая бутылочка. Здесь такой сувенирчик с осликом. Стоит 2,75. А сколько специй! Ароматные, натуральные, необычные. Посмотрим повседневные продукты. Баночки, макарошки, крупы. После зимовки в Таиланде рис нам везде кажется дорогим. А вот итальянские макароны дешевле, чем за евро, нам понравились. Как и везде в Европе, на Кипре много товаров здорового питания. Мюсли, продукты без глютена, энергетические батончики. Печенье за евро 39 – это 500-граммовая пачка. Мы такое брали, понравилось.
Нам показалось, что все нужные на кухне продукты вроде сахара, муки, растительного масла, соли, салатных соусов по ценам сопоставимы с российскими. Любителям травяных и ароматизированных чаев на Кипре понравится. Тут такой хороший выбор. Шоколад с мятой. Никогда такой не пробовала. Стоит 3 евро. Мы удивились, что тут есть сгущенка. Обратите внимание, что кофе есть классический, а есть с добавками. Вроде бы обычный кофе Якобс, но один с орехом, один с карамелью. Стоит по 3,60. Интересно, в России я не видела ароматизированный кофе. Вот уголок с местным кофе. Здесь есть кофе для турки и есть растворимый. Вот, например, такой классный подарочек с чашечкой с туркой стоит 8,89. И еще мне понравился вот этот вот кофе. Он такой ароматный и стоит 2,36 за 200 грамм. Вообще кофе на Кипре не растет, но его здесь очень любят. Нас удивили приятные цены на мороженое. Европейское, с хорошими составами, вкусное. А это уголочек для тех, кто скучает по родине. Сушки, хрен, огурчики, помидорчики, бабкины семечки, гречка и перловка. Замороженная еда. Чего только нет. Попробуйте шефталью. Это местные котлетки. Еще тут хороший выбор местной рыбы и морепродуктов. Свежей в магазине мы не видели, только заморозку. Хлеб в основном не в пакетах, а свежий, порой еще теплый. Тут на любой вкус, от батонов до булочек с отрубями или с семечками.
В уголке с местными сладостями цены указаны не за килограмм, а поштучно. Обязательно попробуйте длинные трубочки. Они пропитаны сладким сиропом, а внутри орешки. В отделе развесной продукции продавец говорил с нами на русском. Нам помогли с выбором и все нарезали, как нам хотелось. Очень здорово! Сколько ни покупали, ни разу не промахнулись. Еще в магазине есть второй этаж с непродовольственными товарами и, конечно, уголок с сувенирами. Удивительно, но тут они подороже, чем в туристических лавках. О сувенирах мы сняли отдельное видео. Подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. По 2,80 брелочки. Какие-то вот такие штуки. 1,90. Удивительно, но в сувенирной лавке магниты мы нашли дешевле, чем здесь. Здесь они стоят по евро, а мы купили за 70 центов. Тут продаются наборы из специй и вот этот вот с оливковым маслом. Масло 100 мл. Тут 4 вида приправ и стоит 4,79 такой наборчик. Еще на тарелочке симпатичный. Поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. До встречи в новых выпусках!